Земля сотрясается, люди бегут в разных направлениях. Началось извержение вулкана, и оно произошло неожиданно. Небольшой, солнечный прибрежный город столкнулся с одной из самых разрушительных природных катастроф. Пепел осядет. Лава выльется изо рта вулкана, и в течение нескольких часов древний город Помпеи окажется... Стойте минутку. Люди садятся в машины и уезжают. Это не Помпеи. Это современный город. Возможно ли, чтобы город был погребен во время извержения сегодня? К сожалению, да. Добро пожаловать на Монсеррат, который также называют Помпеями Карибского моря. Монсеррат — это не город. Это британская заморская территория в Малых Антильских островах, один из Карибских островов. Здесь находится вулкан Сафрие-Хиллз, который превратил жизнь многих жителей столицы, Плаймута, в кошмар в 1995 году. Район Монсеррат не очень большой. Он примерно в 6 раз меньше по площади, чем Чикаго, и здесь не так уж много жителей. До 1995 года население Монсеррат составляло около 15 тысяч человек. Это немного, но остров собрал в себе несколько различных культур, так как его населяли ирландцы, африканцы и коренные жители. Монсеррат — один из самых молодых вулканических островов Малых Антильских островов. До 1995 года вулкан Сафрие-Хиллз извергался здесь в 17 веке. С тех пор прошло много лет, и поэтому люди не очень беспокоились о его новом пробуждении. Они отдыхали, работали, веселились, отправлялись на катерах на другие острова. И это продолжалось практически 300 лет. Затем спокойная жизнь в этом раю закончилась. В 1995 году началась сейсмическая активность. Она продолжалась несколько месяцев и привела к мощному извержению в 1995 году. К счастью, никто не пострадал. Но настоящая катастрофа пришла в июне 1997 года. Что-то плохое началось на вершине Сафрие-Хиллз. На высоте около 3000 футов вулкан начал извергать облака пепла, камни и горячий газ, выбрасывая свои кипящие внутренности, которые стремительно падали вниз по крутой склону. Местные жители были в ужасе. Некоторые люди к тому времени эвакуировались с острова. Им пришлось покинуть свои дома и уплыть, но некоторые остались и не выжили. Пирокластический поток разрушил много зданий, улиц и дорог. Если вы не знали, пирокластический поток — это густая смесь вулканического пепла, лавы и горячих газов, которая движется как раскаленная масса с высокой скоростью. Он сжигает и разрушает все на своем пути. В тот день пирокластический поток двигался со скоростью 62 миль в час при температуре около 1470 градусов по Фаренгейту. Представьте себе кипящую воду. Довольно горячо, не правда ли? А температура того пирокластического потока была почти в 7 раз выше. Часть местных жителей переместилась на северную часть острова, а другие мигрировали на соседние острова. С тех пор Плаймут стал призрачным городом. Благодаря застывшей магме можно увидеть здания, которые кажутся особенно затонувшими в земле или застрявшими в текстурах. Улицы запустели, а дороги покрыты толстым слоем вулканической массы. После извержения на острове осталось только 1000 человек. Сейчас здесь проживает около 4,5 человек. Все из них в безопасной северной части. Южная сторона острова теперь называется зоной исключения. Она делится на 5 частей: А, Б, С, Ф и В. Это самая опасная область. Почему она опасна? Потому что вулкан все еще активен. Периодически он выбрасывает облака пепла. Он может извергнуться с разрушительной силой в любой момент. Но это не останавливает любителей острых ощущений. Монсеррат привлекает многих туристов, которые любят прогуливаться по живописным местам возле активного вулкана.
Люди также обожают призрачный город. Крыши домов, шпили и остатки часовой башни выступают из застывшей лавы. Разбитые окна с рваными шторами и обветшалые бывшие отели привлекают многих туристов. Вы можете наслаждаться прекрасной тропической северной частью острова и увидеть апокалиптическую картину на его южной стороне. Местные жители активно продвигают туризм и рекламируют свой дом как Помпеи Карибского моря. Не хотите ли посетить это место? Но как насчет жизни внутри вулкана? Примерно в 220 милях к югу от Токио находится прекрасный остров Аогасима, большая часть которого занята активным вулканом. Но как люди могут жить внутри вулкана и не бояться? Ответ прост. Это место слишком красиво. Кроме того, последнее крупное извержение произошло там в конце XVIII века. Люди не живут прямо внутри кратера. Это было бы слишком рискованно. Небольшое поселение расположено внутри внешней стены кратера, далеко от геотермальной активности и довольно далеко от опасного пика. Однако это все еще довольно экстремальное место для проживания. Население острова составляет около 170 человек, и они не собираются уезжать. Здесь можно найти только один магазин, одно почтовое отделение, бесплатный кемпинг, пару гостевых домов и 3 бара. Звучит довольно уютно, учитывая, что все это расположено в зеленом раю. Но в 1785 году этот рай напоминал Помпеи во время печально известной катастрофы. По рассказам и сохранившимся записям, первые толчки произошли 18 мая. Это было предупреждением о надвигающейся катастрофе. В то время на Аагасиме проживало 327 жителей. Неизвестно, придали ли они значение маленькому землетрясению, но они продолжали мирно жить еще пару недель. Активность вулкана усилилась. Катастрофа была неизбежной, поэтому 4 июня началась эвакуация с острова. К сожалению, было слишком поздно. Произошли землетрясения, ужасные ревы и потоки горячей лавы, которые покрывали деревья, дороги и дома. Многие не выжили в тот день. И все же потомки тех, кто спасся с острова в тот день, сейчас проживают на Аогасиме. Разве они не боятся еще одного извержения? Они смотрят на эту ситуацию иначе. Ничто не может остановить природу, поэтому нет смысла ей противостоять. А если извержения не будет, то лучше наслаждаться живописными видами и расслабленным ритмом жизни острова. Здесь живет немного людей, и почти нет городской развлекательной инфраструктуры, но все же можно найти, чем заняться. Днем можно погулять вдоль зеленого горного хребта и насладиться видом на Филиппинское море. Вы почувствуете единение с природой, красивыми птицами, теплым солнцем и физическим напряжением от прогулки. Это зарядит вас энергией и вдохновением. Вы также можете заняться рыбалкой, кемпингом или пообщаться с местными жителями. Ночью вы можете смотреть на звезды. Ночное небо на Аогасиме просто великолепно. Далеко от городских огней уровень светового загрязнения очень низок. Подробная звездная карта поможет вам изучить небесные тела без телескопа. Поскольку это место в основном является активным вулканом, здесь можно найти много геотермальных источников. Одним из самых замечательных и популярных мест для посещения является Аогасима Фьюри. Это сауна, которая использует вулканическую энергию для поддержания высоких температур в парных. А снаружи палат вы также можете найти горячие вентиляционные отверстия для готовки. Как насчет омлета, приготовленного на вулканическом жаре? Звучит аппетитно. Конечно, добраться до этого места довольно трудно, так как Аогасима — очень удаленный остров. Вам сначала нужно добраться до ближайшего большого острова — Хачиодзима. Сюда регулярно летают рейсы напрямую из Токио. Вы также можете выбрать более романтичный способ и поехать на ночном пароме. Между Хачиодзимой и Аогасимой всего 2,5 часа на корабле.
Но если у вас достаточно денег, вы можете заплатить за поездку на вертолете и добраться туда всего за 20 минут. После первого посещения не удивляйтесь, если у вас появится желание остаться на этом острове навсегда. Размеренная жизнь на природе или суета бетонных джунглей. Что бы вы выбрали? Но не забывайте, что в любой момент вы можете почувствовать, как земля дрожит. Но давайте надеяться, что извержений не будет в ближайшее время. Вот и все на сегодня. Так что если вы удовлетворили свое любопытство, дайте этому видео лайк и поделитесь им с друзьями. Или, если хотите больше, просто нажмите на эти видео и оставайтесь на позитивной волне.